Добрый день, коллеги! Для приготовления самого покупаемого в России пшеничного хлеба по этой технологии нам потребуется спелое тесто в количестве 11% к весу муки на выпечку. Откуда взять спелое тесто, я расскажу чуть позже, а сейчас немножко о технологии. Технология, по сути, на хлебозаводах однофазная. Замешивается тесто из пшеничной муки с добавлением всех ингредиентов, положенных по рецептуре, и с добавлением от 10 до 15% спелого теста от предыдущего замеса. Для задания начальной температуры теста температура раствора соли, сахара и дрожжей в воде должна составлять около 45 градусов Цельсия. Ну а спелым тестом, которое необходимо добавить по рецептуре, является не то тесто, которое только что взошло, подошло, и из которого формируются батоны, а то, которое полежало после своего брожения еще в течение 8-12 часов. Пройдя через несколько циклов такого производства, тесто закисает, в нем начинается молочно-кислое брожение, параллельно к дрожжевому брожению. Пеку я хлеб на данный момент из 600 грамм муки, что будет соответствовать 2 нарезным батонам весом по 400 грамм каждый. Добавляем масло или маргарин по рецептуре. Оригинальный нарезной батон печется с использованием маргарина. Но вот если к хлебопекарным дрожжам я отношусь совершенно спокойно, то маргарин предпочитаю заменять маслом. Время замеса теста около 10 минут вручную. Температура брожения 30 градусов Цельсия. Время брожения 1,5 часа. Ну а теперь я вернусь на 18 часов назад и покажу, как приготовить спелое тесто в домашних условиях. Для этого нам потребуется стартер. Из холодильника я беру ржаной стартер влажностью 150%. Добавляем соль в количестве 2% к весу муки в спелом тесте и теплой воды температурой около 50 градусов Цельсия. После чего добавляем пшеничную муку первого сорта и замешиваем комочек теста. Соль, вода, мука, молочно-кислые бактерии и дрожжи. Вот таков, собственно говоря, состав нормального теста, которое мы сейчас и получим за один прием. Соль и плотная консистенция теста тормозят процессы брожения, происходящие в тесте, что позволяет удлинить существенно процесс выбраживания и накопить большое количество ароматических веществ внутри спелого теста. Обминаем мокрыми руками комочек теста. Бродить оно будет от 18 до 24 часов при температуре в 28 градусов Цельсия. Температура брожения в 28 градусов Цельсия очень важна, и ее поддерживаем при помощи термостата. Через 1,5 часа тесто полностью подошло, и можно приступать к формировке батонов. Количество хлебопекарных дрожжей по этой технологии составляет 1,5 грамма на 100 грамм муки на выпечку. Испечь такой хлеб только на спелом тесте, без добавления хлебопекарных дрожжей, невозможно. И вот если на этом этапе мы отделим от теста кусочек в 65 грамм примерно, дадим ему побродить около 10 часов, то можно будет на его основе замешать новое тесто для нарезного батона. И таким образом этот цикл непрерывный замкнется.
Подкатываем тесто в шары для начала. Влажность теста 56%, поэтому оно не липкое и очень хорошо поддается формовке. И даем подкатанному тесту отдохнуть 5 минут. Спелое тесто иначе называется старым тестом или тестом от предыдущего приготовления. Такая технология на хлебозаводах является непрерывной и однофазной, и вот в домашних условиях она симулируется при помощи двух фаз. Подкатываем тесто в батоны. По ГОСТу вес одного батона нарезного должен составлять 400 грамм. Подщипываем шов, чтобы он не расходился. И еще раз напомню в качестве информации, что нарезной батон в России является самым продаваемым хлебом. Альтернативный способ формировки батона – это не подкручивание в рулончик, а складывание концов теста к середине, приплющиваем ладонью и складываем второй край теста внахлёст, после чего опять подщипываем шов у теста. После того, как тесто подщипали, батон надо подкатать в ровный цилиндр. И хотя сейчас нарезной батон формируется при помощи тестозакатывательных машин на хлебозаводах, раньше он формировался вручную, и по старинным нормативам нарезной батон может быть как тупоконечный, так и остроконечный. Температура расстойки нарезного батона должна лежать в диапазонах от 32 до 36 градусов Цельсия примерно. Время расстойки не 2 часа, не 3 часа, а около 45 минут. Ну а если же вы не можете создать необходимые условия для расстойки, то при комнатной температуре около 1 часа 15 минут. Духовка должна быть предварительно прогрета до температуры 240 градусов Цельсия. Заготовки опрокидываем на хлебопекарную бумагу. И делаем надрезы. От 5 до 7 надрезов средней глубины. Надрезы делаем ножом, смоченным в холодной воде. Нож, естественно, должен быть остро отточенным. После чего перед посадкой в печь батоны необходимо спрыснуть водой, увлажнить, и только после этого помещаем их в печь. На протяжении всей выпечки необходим пар. Первые 15 минут печем при температуре 240 градусов Цельсия, затем температуру сбрасываем до 200 градусов и допекаем до полных 23 минут. Ну или же ориентируемся на готовность хлеба по румяности корочки. Приведенная в этом видео технология может быть применена к любому сорту пшеничного хлеба. За 3 минуты до выемки из печи спрыскиваем хлеб водой для придания глянца его поверхности. Хлеб по качеству получается гораздо вкуснее и ароматнее, чем при опарном способе ведения. Я всячески рекомендую его любителям нарезного батона. Ну и прощаюсь с вами до следующего раза.